Привет, друзья! У меня тут подарок есть. Подарок подоспел. Смотрите, вы знаете, что такое телеканал АТР? Знаете, слышали? Телеканал АТР – это телеканал, который существует на ваши деньги. То есть они существуют за деньги из бюджета. В частности, был подписан закон, которым и предполагается его содержание этого телеканала. Впрочем, должен здесь заметить, что руководство телеканала недовольно, потому что 45 миллионов это вроде бы как деньги большие, но недостаточные. Надо больше. Ну, больше просто. Просто надо больше. Финансирование, которое помогает государство, это огромная помощь для телеканала, но этого, конечно же, не хватает. Эти деньги уходят в первую очередь на погашение долгов за, как я выше сказал, да, за спутниковое вещание, за аренду здания и так далее. И на этом телеканале работают интересные люди. Муждабаев, да, там работают всевозможные там вот такого рода. И вот еще девушка, зовут ее Виктория Аблязова. Девушка, журналистка. И она уже знает, что у меня есть подарок для телеканала АТР, а вы еще нет. Вы скоро узнаете. Всему свое время. Вот смотрите, как раз таки упомянутый мной Муждабаев рассказывает о том, кто такая Вика, что вот ее был дедушка, там, отправлен куда-то, она себя посчитала крымской татаркой, она себя считает крымской татаркой, переехали они там в Киев, ее отец в Киеве себя почувствовал киевлянином, там, все такое и прочее. И сейчас она работает на телеканале АТР. Ну, это хорошо, лучшие к лучшим всегда приходят. Вот компания Виктории. Она находится дома у себя, Виктория. Вот смотрите, News One, к примеру, да. А этот ЮА Перший. ЮА Перший, тот самый, который работает тоже за наши с вами деньги. Это я не знаю, но скорее всего также связано, наверное, с журналистикой. ЮА Перший, ЮА Перший, ЮА Перший. Да что ж такое? Все журналисты, причем работающие на телеканалах, ну, помимо News One, я надеюсь, что он еще не спонсируется из бюджета, которые существуют за счет государственного бюджета, да. Тут Викторию кое-что расстроило. Она узнала, что некое видео попало ко мне в руки. Вот, Шари успел посмотреть видео. Я надеюсь, ты этому рад? Нет, я в сложной ситуации. В чем сложность? Значит, ты ему бросал это видео, или можно надо бросить это... Да. Короче, она очень волнуется за то, что какое-то видео попало ко мне в руки. Вот как волнуется. Я просто вышла из дома, у меня не подключился еще мобильный. Я просто тебе говорю о том, что ты бы мог мне это видео бросать в личку, а не в открытый доступ. Зачем? И здесь вот Виктория что-то объясняет, что для всех киевлян ее поколения, она киевлянка уже, это нормально, что-то нормально. По всей видимости, то, что на видео попало, нормально. Для всех киевлян моего поколения это нормально. Не для твоего, а для моего. Для всех это нормально. Потому что это не имеет такого значения, как вы в него вкладываете. А ты посмотри, блядь, добровольцев АТО с правого сектора. Они всех зигуют. Они все зигуют. При чем тут? О, все зигуют. Добровольцы, АТО, все зигуют. Это очень интересное замечание. Для моего поколения, которые служили в Азове и в остальных структурах, это норма. Это нормально. У меня куча друзей из Луганска, из Донецка ультрасов, и для них это нормально. Они посмотрят, поржут, скажут, какое прикольное видео. Так что, знаешь, типа, ты сейчас, начинаешь мне говорить какую-то, типа, ахинею. Да, конечно, если на рашкинское СМИ отправить, они за что угодно могут раздуть. Ты думаешь, это серьезное видео, где мальчик, в трусах дарит своей девочке торт? И говорит полную хуйню, видно на видео, что он пьяный, потому что там такое поздравление, что это пиздец. Какой-то АТРовский, по всей видимости, крымско-татарский диалект. Просто я там запикал. При чем тут журналист? Ты не журналист. Ты дновато работаешь, судя по твоим пониманиям. Ты все извращаешь в своем понимании. Если у тебя такие друзья, как Шари, которые все на российские СМИ включаются и говорят, какие у нас тут нацисты и так далее, то я могу сделать только плохие выводы о тебе. Это я включаюсь на российское ТВ, чтобы рассказать о нацистах. Ну, у них свое измерение.
у АТРовцев. Ты бред какой-то лепишь. Я реально позвоню своему начальству и буду, блядь, говорить об этой ситуации, потому что это какой-то пиздец. Ты, наверное, просто этим видео добьешься того, что я в СМИ больше работать не буду. Своим Анатолием Шарием. И не бросай ему оригинал видео. Будь человеком, а. Слышишь, вы занимаетесь гибридной войной. Я не знаю, как еще это по-другому назвать. Ты еще, получается, сотрудничаешь с российскими спецслужбами. Я сейчас позвоню своему знакомому с полиции, буду спрашивать, что делать теперь, когда ты такое делаешь. О, это уже настоящий пошел такой махровый совчело, да? Даже не сомневайся. Потому что ты хочешь, чтобы опозорить, не знаю, либо мой канал, либо нашу страну. Телеканалу ничего не грозит. Ты хочешь опозорить нашу страну? Ты замахнулся на великое. Не. Где они такому набираются, а? Вот эти вот все потомки репрессированных, там, вывезенных куда-то. Откуда они этому набираются? Ну, ты мелкий человек с плохими знакомыми, которые из всего делают говно. Такие, как Шари. Пусть он показывает, блядь, что у страны, которая на нас напала, что они делают. Нет, он сидит и... Ну, конечно. Лучше рассказывать вон там, вот, что там за поребриком. У них же так и происходит. Смотришь их передачи, а там рассказывают, вон там, вот все такое, да? Чем следить за тем, что вы делаете, за деньги моего народа, за бюджетные деньги. Ну, вот именно ты денег не видишь, но тем не менее ты готов сливать видео какому-то дебилу. Я надеюсь, что это не так. Ну, в принципе, после рассказов о том, что ты работаешь на спецслужбы, человеку, который дал мне это видео, ну, грех просто его не показать, да? Впрочем, давайте еще посмотрим на девушку. Ты что, не смотрел фотки ни одного азовца ВКонтакте или еще что-то? Для них нормально так делать. Для них это типа, для ультрасов это типа привет. Для них это чисто шутка, загон. И это было еще до всех событий Майдана и так далее. Ну, теперь типа, твой Толя теперь что? Я прекрасно представляю, что твой Толя теперь может с этим видео делать. Господи, да что же это за видео? Видео, в принципе, очень простое. Сидит журналистка телеканала АТР, а ей молодой человек дарит торт. На торте выставлены свечи в виде свастики, и молодой человек зигует. Ни о чем вообще, такая чепуха. Правильный торт для правильной малышки. Торт, выставленные свечки, прямо свастика. Снимай сверху, снимай. Свастон. Всем свастон, да? Красота? Смотри, сверху. Чик. Малыш, с днем рождения. И тут мы встречаем тележурналиста, Вот так вот стояла. отличницу, красавицу. Ну и дальше они мило обнимаются. Она улыбается во весь рот. Они обнимаются с молодым человеком. Она задувает свечечки. Давайте, обнимашки. Ну и это Инстаграм нашей героини. Но подождите, ее же, может быть, знаете, может быть все-таки подстава какая-то, подстава. Ну как ты вот поймешь, что это она, да? Ну и дело в том, что они еще и все это происходит. Да, это Инстаграм ее на самом деле. Дело в том, что все это происходит на фоне стены. А я вам показывал уже вот эту вот фоточку. Там стена достаточно специфическая. Специфическая во всяких словечках. И вот эта же стена, мы ее можем наблюдать за спиной девушки. То есть это у себя дома, она принимает гостей, вот это вот происходит. Все. Угу. Тут вы знаете, помните историю Натальи Кацкович? Наталья Кацкович работает на телеканале Петра Алексеевича Порошенко. Вот это вот Наталья Кацкович. Мы показывали ее, зигующую эту гражданку. И самое, что интересное, что возмутило больше всего вот немцев, которые это увидели, это то, что она приехала в Австрию и зиговала там, прямо на улице. Ну, чтобы вы понимали, это не очень одобряется в западном обществе, куда так стремится, ну, типа там стремится Украина. Она написала про меня статус в свое время, это Наталья Кацкович, о том, что, видите, это кремлевский
как будто бы я говорил, что она фашистка и нацистка. И в ее защиту выступил тогда некто Гайдукевич. Это ручная баллонка Порошенко, пока еще президента, еще 15 дней, да, наверное, будет. Это его ручная, вылизывающая ему все места баллонка, которая тогда сообщила, что ей не стоит обращать внимание на меня. Ну, как бы, при чем тут я? Это же не я зиговал в Австрии, да? И вот он здесь сообщает: котик, не веди дискуссии с выгребной ямой. Русский мир. Ну, я, конечно, задал вопрос, при чем тут русский мир, придурок? Он ответил, что он ответил, можете сами почитать. Ну, что вот это вот на самом деле, вот это лицо русского. Какой русский мир? При чем тут русский мир? Где здесь вообще нахрен русский мир? Нигде. Дело в том, что вот эти вот, как оно сказать, облизыватели этого недопрезидента на самом деле привыкли во времена правления этого недопрезидента, что любая критика власти – это русский мир. Любая критика президента, значит, ты прокремлевский. Любая критика вот таких вот дегенератов, которые работают в средствах массовой информации, за бюджетные средства существующие, это тоже это какая-то русский мир, видите? Русский мир. В чем здесь, где здесь русский мир? Но они к этому приучили. И они имели возможность к этому приучить. Потому что вот этим вот ублюдкам на самом деле по скудоумию и недомыслию дали возможность влиять на умы людей. Вот этому телеканалу Эспрессо, АТРу, этому пятому каналу, прямому. Вот они влияют, УА Перший этот недоделанный. Они влияли на умы людей. Не забудьте вот этих вот всех. Не забудьте. На самом деле, помните их имена. Потому что недопрезиденту уже скоро дембель. А им надо будет перестраиваться. Ну а то, чем занимаются журналисты телеканала, существующие за бюджетные деньги, это, конечно, мило. А рыцарь. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.